Друзья, привет! Я тут не мог пройти мимо двух событий, которые произошли совсем недавно. Первое произошло как раз перед Новым годом. Узнал я тут совершенно случайно, что по районам, относящимся к сельскому производственному участку, стал в спешке разъезжать обиженный. Тот, который является учителем и духовным наставником нашего любимого самодура, Губокрасушки. И как всегда двое их, не больше и не меньше. Учитель и его ученик. Начал разъезжать и рассказывать, как его в Иванове нагнули и дали хорошего ремня. И ему срочно прям пришлось вступить в профсоюз. И теперь он стал рассказывать, что вам всем нужно как можно быстрее тоже всем вступить в профсоюз. Как же, по-другому никак нельзя, меня же ведь нагнули. А я, говорит, человек очень обидчивый, обижаюсь на все подряд. И случайно узнал я тогда, что у нас почти все, за редким исключением, начали писать заявления. Хотим, говорят, аж зубы скрипят, жертвовать наши кровно заработанные, Шубина и ее фейк-союз. Но от нас не убудет. Событие номер 2 такое. Пока наши олигархи писали заявления на благотворительность Шубиной, а Левинский в ужасе сваливал из Россетей в Кремль, Ивановская общественная областная организация Всероссийский электропрофсоюз решила отметить благодарственным письмом деятельность профсоюза ИФ-Энерго. Только мне кажется странным, что благодарственное письмо о деятельности профсоюза написано в адрес руководителя филиала. Круто, да? А тот незамедлительно растекся в комментариях. Вот такие вот два события, я думаю, никак не коррелирующие, да, между собой. Но почему же я никак не мог пройти мимо этих событий, спросите вы? Я думаю, вы и сами, наверное, догадываетесь, даже если был в спешке мобилизован обиженный, чтобы все срочно вступали в этот союз нерушимый. Да потому что последние годы из этого профсоюза все выходили, догадываясь о том, что ничего близко описанного в благодарственном письме в деятельности шубинской шараги нет. Она только помогала и легитимизировала таким вот обиженным, самодурным губокрасом превращать наши РЭС и группы подстанций в террариумы, в которых должны существовать не работники, а всего лишь одни присмыкающиеся. И ей за это еще и платить из своих кровных. А вот теперь давайте-ка вернемся к нашим весенним событиям. Никто же ведь еще не забыл попытку данного филиала кинуть вас на баблишко. Или величайшую тупость руководства этого филиала, из-за которого вы чуть не лишились того самого баблишка. А если забыли, ссылка будет в описании на видео. Как эффективно действовала тогда Шубина со своей профобузой, да? Вспомнили? Она просто взяла и плюнула вам в лицо, без какого-либо зазрения совести, плюнула в лицо. И в следующий раз, когда вам снова плюнут в рожу, вы будете помнить этот комментарий, потому что вы его уже видели. Вы уже никак не сможете развидеть. И будете знать, что за этот плевок вы заплатили сами. Лично сами, своих кровных. Вы подписались на это. Вы платите за это каждый месяц по подписке Шубиной и ее фейк-союзу. На поддержку как раз которой все эти кидки, плевки и отношения к персоналу и рассчитаны. Забавно. Люди в 21 веке оформляют подписки кто на музыкальные сервисы, кто на видео, кто еще какие очень важные, необходимые для них сервисы. Работники же ИФ-Энерго платят по подписке за плевки в харю. Если вы считаете, что достойны таких комментариев, таких ответов на ваши конструктивные вопросы, на такую защиту ваших прав, что ж, каждый, как всегда, решает сам за себя. А кто считает, что действительно такого достоин, не забудьте в следующий раз расцеловать особо опасное место обиженного, чтобы ему не было так мучительно больно после жесткого ремня от вышестоящего начальства. Может, не все так плохо еще. Сами знаете, любой тиран, особенно который никогда не являлся действительной личностью, и вся ипостась которого является лишь показухой, опирающейся на силу административного ресурса,
и не терпящий никакой критики, всегда заканчивал одинаково. Помните, в году всегда есть месяц март, а в марте мартовские иды. Пока.